С 1850 года и до наших дней более 5000 человек оказались смыты в Ниагарский водопад. Случайно или нарочно. Большинство из них, конечно, оказались в водопаде не по своей воле. Они оказались жертвами несчастных случаев, их лодки переворачивались выше по течению, их донесло до водопада, или они по пьяни оступились и упали в воду. Среди них было также достаточное количество самоубийц, но также среди них было несколько человек, которые сделали это добровольно. Не потому, что они хотели покончить с собой, а потому, что они хотели доказать, что они могут спрыгнуть в Ниагарский водопад и выжить. На самом деле из всех этих 5000 человек выжило порядка 16. Мы не знаем точную цифру, но вот мы знаем о 16 случаях, когда люди оказывались в Ниагарском водопаде и выживали. Ниагарский водопад не очень высок, есть масса водопадов, которые гораздо выше, даже в Канаде, но он чрезвычайно мощен. Ниагара – это коротенькая речка, соединяющая озера Онтарио и Эри, несет очень много воды. Перепад высот между озерами не так уж велик, но количество воды, которое проливается через Ниагару в единицу времени, чрезвычайно велико. Если вы оказываетесь на берегу Ниагары, вы сразу это чувствуете. Вы чувствуете эту огромную мощь потока, вы чувствуете этот гул и даже сотрясение земли, который производит Ниагара, обрушиваясь вниз. Поэтому пережить падение в Ниагарский водопад практически невозможно. И для каждого человека, который посмотрит на Ниагару, это, в общем-то, достаточно очевидно. Даже не зная статистики, ни один человек в здравом уме и трезвой памяти не станет прыгать в Ниагарский водопад. И тем не менее, после смерти очередного рискача в 1951 году обе страны, Канада и США, по Ниагаре проходит граница между США и Канадой, так вот, по инициативе тогдашнего премьер-министра Канады, обе страны запретили законодательно прыгать в водопад. Поэтому теперь, если вы добровольно окажетесь в Ниагаре, и если вы после этого выживете, то вас ждет штраф в $25 000, если вас поймают американцы, а если вас прибьет к другому берегу, вы заплатите $10 000 канадских. И если окажется, что вы не являетесь гражданином того государства, которое вас выловило, то вам запретят въезд в страну навсегда, потому что ни Канада, ни США не хочет видеть у себя людей, которые добровольно, абсурдно рискуют жизнью ради славы или ради денег, или для того, чтобы сделать шикарное фото в Инстаграм. До самого конца XIX века люди наслаждались видами Ниагарского водопада, никому не приходило в голову спрыгнуть в Ниагарский водопад и посмотреть, удастся ли им выжить. И сегодня я буду рассказывать о первопроходке, которая открыла это безумное увлечение. Ее звали Энни Тейлор, на фотографии она слева. И эта женщина на свой 63-летний день рождения первая добровольно спрыгнула в Ниагару в бочке и выжила. На самом деле биография Энни Тейлор продемонстрировала, что эта дама была непотопляемой еще задолго до того, как она спрыгнула в Ниагару. Ниагара река бурная, она не глубокая, и она проходит через пороги, как в верхнем, так и в нижнем течении. И примерно посередине она делает крутой поворот и образует знаменитый водоворот, на который специально ходят полюбоваться туристы. И там же примерно посередине она падает с уступа и образует 3 водопада. Самый знаменитый из них – это Подкова, канадский большой водопад. На американской стороне есть еще один меньший водопад, и он падает на камни. Там еще устроена деревянная лестница, по которой можно гулять, и по которой Мэрилин Монро бегала в одноименном фильме «Ниагара». И там еще есть маленький 3-й водопад Фата невесты. Это красивый, высокий белый водопад справа или слева, я точно не помню. По-моему, справа. Ниагара и ее водопады давно привлекали туристов как Соединенных Штатов, так и Канады, так и, в общем-то, со всего мира. Люди приезжали полюбоваться на это чудо природы, а также достаточное количество циркачей и рискачей пытались заработать деньги и славу, рискнув своей жизни на Ниагаре. Но никому не приходило в голову, буквально до самого 20 века, спрыгнуть с водопада.
Это казалось очевидным самоубийством. Несколько циркачей обоего пола переходили Ниагару по натянутому канату, который был в том числе натянут над водопадом. Это было эффектное и совершенно кошмарное на вид зрелище. И некоторые из них простились жизнью на этом мероприятии. Но пороги Ниагары на ее нижнем течении и водоворот на Ниагаре пытались преодолеть на разных плавсредствах довольно много людей. Причем они всегда делали это ниже водопада по течению, потому что никто не хотел рисковать быть смытым в водопад. Это были профессиональные циркачи, это были просто любители приключений, которые пытались заработать деньги на туристах. И поскольку довольно быстро эти плоты и лодки начали модернизировать, чтобы вода на порогах не захлестывала внутрь, они становились все более и более закрытыми и более и более напоминавшими бочки. И в конце концов, один изготовитель бочек в прямом смысле слова прокатился по порогам Ниагары в бочке, чтобы таким образом прорекламировать свою продукцию. То есть к тому времени, когда миссис Энни Тейлор первый раз попала на Ниагару, идея Ниагары и бочки, и рискнуть жизнью в этих двух, в принципе, витала в воздухе. Просто никому еще не приходило в голову залезть в бочку и спрыгнуть с водопада, потому что это казалось полнейшим безумием. У Энни Тейлор была бурная жизнь. Она родилась в семье зажиточного мельника. И, в принципе, ее детство было довольно-таки безоблачным. Она получила хорошее образование, она с детства была умненькой и энергичной девочкой. И когда она выросла, она решила стать учительницей. Но в тот момент, когда она училась на учительских курсах, она встретилась со своим будущим мужем, и в 18 лет она уже была замужем. И после этого счастливая часть ее жизни закончилась, и начались несчастья. Энни очень рано потеряла своего ребенка, после чего умер ее муж. И в 20 лет она уже оказалась бездетной вдовой, без средств к существованию. И в тот момент по ее собственным воспоминаниям, она осознала, как опрометчиво было бросить учебу и рано выйти замуж, потому что ей нужно было каким-то образом самой зарабатывать себе на жизнь. И Энни Тейлор возвращается в школу. Она заканчивает учительские курсы, она заканчивает их с отличием. На этих курсах она заводит множество друзей, подруг, которые станут ее друзьями практически до конца жизни. И по приглашению одной из своих университетских подруг Энни уезжает в Техас. И там она начинает свою учительскую карьеру. Нужно сказать, что большую часть того, что мы знаем о жизни Энни Тейлор, мы знаем с ее собственных слов. И, скажем так, ее ни разу не ловили на наглой лжи, но все знали, что она любит немножко преувеличивать и приукрашать события. Ее бросает из конца в конец страны. Она работает учительницей, она работает компаньонкой пожилых дам. Она открывает в Нью-Йорке школу танцев, в Сан-Антонио она учит девочек физкультуре. В какой-то момент дилижанс, в котором она ехала из Калифорнии в Нью-Йорк, остановлен на дороге грабителями. И по рассказам Энни, она в тот момент везла зашитыми в платье 800 честным трудом заработанных долларов. Даже когда к ее голове приставили пистолет, она гордо сказала: «Отвалите, я скорее расстанусь с жизнью, чем с деньгами». Цитирую практически дословно. Я сильно подозреваю, что Энни сказала эти гордые слова про себя, но в любом случае она выжила и каким-то образом сохранила свои деньги, но ненадолго. Энни периодически ввязывалась в какие-то авантюры, но ей никогда не везло. Она вкладывала деньги в предприятия, которые лопались и теряли все деньги вкладчиков. Она как-то купила дом, но дом сгорел, и у нее при этом не было страховки. Она умудрилась оказаться в городе Чарльстоне аккурат к знаменитому землетрясению. Вообще-то на востоке США землетрясения, особенно такие разрушительные, которые случилось в Чарльстоне, когда там было фактически 7 баллов, крайне редки. Это была неожиданность, и она потрясла всю страну. Но непотопляемая Энни Тейлор продолжает метаться из города в город и пытаться открыть школу, работать на кого-то,
вкладывать деньги в какие-то коммерческие предприятия. И вот ей уже за 60, у нее все еще нет постоянного дома, у нее нет своих денег, она вынуждена работать и придумывать, как заработать себе на жизнь. И она оказывается на севере Соединенных Штатов, где в тот момент в Баффало проходит очередная панамериканская выставка. В те времена такие выставки достижения народного хозяйства, технические выставки или промышленные выставки были страшно популярны. Вы, может быть, помните в «Бесприданнице», да, хорошо бы с такой женщиной скататься в Париж на выставку. По всему миру проходили выставки, где промышленники, изобретатели демонстрировали свои изобретения. На эти выставки стягивалось очень много народу. И, разумеется, все люди, которые жили на туристах, старались приехать в это место и каким-то образом заработать деньги на туристах. И поскольку на тот момент панамериканская выставка была на севере штата Нью-Йорк, многим приехавшим посмотреть на достижения народного хозяйства также рекомендовали съездить посмотреть на Ниагарский водопад, потому что это недалеко. И Ниагарский водопад в тот момент тоже переживал всплеск туристической активности. И Энни Тейлор в 1900 году впервые оказывается на Ниагаре. И она осматривает ее практическим взглядом на предмет, как бы заработать денег. Потому что время течет, и, как она сама признавалась, гораздо меньше людей хотят помочь даме средних лет, чем когда она была молодая. И Энни Тейлор решает сделать то, чего не делал еще никто, а именно спуститься в бочки с Ниагарского водопада. Поначалу ей было очень трудно найти людей, которые бы помогли ей в этом предприятии. Все, к кому она обращалась, вполне резонно считали, что это, в общем-то, самоубийство, и отказывались ей помогать. Но в конце концов ей удалось найти, во-первых, человека, который сделал специальную бочку по ее чертежам, потому что она не могла поместиться в стандартную бочку. Бочку делали специально под Энни по ее чертежу и бумажной модели. В отличие от стандартных бочек, ее бочка стягивалась 11 металлическими обручами. И она была сделана из самого лучшего дуба, который Энни смогла найти. Это была очень надежная и крепкая бочка. Кроме того, внутри она была оборудована какими-то ремнями, я так и не поняла, из чего они были сделаны. Но эти ремни удерживали Энни за плечи, чтобы она не болталась по бочке. И кроме того, в бочке был организован какой-то вес, который бы удерживал ее вертикально. В Википедии и в других статьях я нахожу заявление, что якобы в бочке Анни была наковальня, которая была привязана между ее ног. Но это неверно. Наковальня в бочке была у другого человека, у одного из последователей Энни. Спустя уже, по-моему, 13 лет англичанин Чарльз Стивенс попытался повторить подвиг Энни и спуститься в бочке по Ниагаре. И он действительно оборудовал свою бочку наковальней, которая использовалась в качестве балласта, и была привязана к его ногам. И он также был привязан к самой бочке внутри. Люди неоднократно просили и умоляли его испытать бочку до того, как прыгать в воду. Но он решил, что испытания не нужны, залез в бочку, привязал себя ногами к наковальне, и бочку сбросили в воду. При ударе об воду наковальня по инерции вылетела из бочки, выбив ее дно, и увлекла за собой под воду большую часть Стивенса. Бочку потом нашли в нижнем течении реки, и внутри бочки была его оторванная рука. Энни Тейлор, в отличие от Стивенса, испытала свою бочку. И сначала, до того, как прыгать в водопад, она посадила в эту бочку бродячего котенка. Котенок успешно пережил это приключение, он выжил, он получил рану на голове, он был страшно перепуган, но впоследствии Энни сфотографировалась вместе с ним и с бочкой для рекламных открыток. В бочке сверху верхней крышки были просверлены 2 отверстия для дыхания на случай, если путешествие Энни затянется и в бочке будет недоставать воздуха. Бочка не была абсолютно герметичной, но она была довольно-таки водо- и воздухонепроницаемой. И поэтому в случае чего Энни могла бы выбить изнутри пробки и дышать через эти отверстия уже в конце своего путешествия. Кроме того,
Бочка внутри была обложена матрасами и подушками. Энни также наняла промоутера, профессионального рекламщика, который до этого занимался рекламой бродячих цирков и каскадеров и тому подобное. И он занялся тем, что он оповестил всех, кого возможно, о том, что Энни Тейлор, как он выразился, энергичная 42-летняя вдова, на самом деле она была на 20 лет старше, собирается предпринять невиданный доселе рискованный трюк. Объявления были даны в газетах, и об этом кричали на улицах городов. И в результате Энни удалось собрать довольно большую толпу, которая наблюдала с канадского и американского берега за ее приключением. Примерно в 4 часа дня, 24 октября 1901 года, Энни погрузилась в лодку, и ее помощники транспортировали ее вместе с бочкой, которая на веревке болталась позади, на остров, который находится выше по течению. Там, на этом острове, Энни сняла шляпу и верхнюю юбку, залезла в бочку и закрепила себя там ремнями и обложила подушками. После чего верхнюю крышку закрыли и с помощью велосипедного насоса постарались накачать в бочку как можно больше воздуха. В этот момент, как Энни потом вспоминала, ее посетила мысль, что вот это вот последний момент, когда она может пойти на попятные. Потому что если бочка будет закрыта и веревка перерезана, уже никто не сможет ее спасти. Если она передумает в то время, пока она будет плыть в бочке к водопаду, она уже ничего не может сделать. И Энни Тейлор решила не отступать. Бочку закрыли, законопатили, веревку перерезали, и Энни Тейлор отправилась по порогам к водопаду. Поначалу ее путешествие было почти что приятным. Каким-то образом она избежала сильных ударов о камни, и ее бочку качало, переворачивало, и она с комфортом в своих подушках пробегалась к водопаду примерно около 20 минут. После чего бочка в самый последний момент уже на самом краю зацепилась за камень и перевернулась кверх ногами. И в этот момент Энни испугалась до смерти. Она подумала, что ну все, вот тут-то и пришел конец, что ее бочка разобьется о камни. Но, к ее счастью, накатилась волна, которая сбила бочку с камней. Бочка перевернулась в воздухе вертикально и ухнула в пропасть. И в этот момент Энни Тейлор на секунду потеряла сознание. Бочка упала очень удачно. Она упала как раз в котловину, которую вода прорыла под Ниагарским водопадом, довольно глубокую котловину. Она не достигла дна и как пробка потом вылетела наверх чуть ли не на 5 футов в воздух. К радости всей публики, которая смотрела с берегов и волновалась, и они увидели, что бочка оказалась цела после падения, и, по крайней мере, есть шанс, что женщина внутри жива. Люди кричали и аплодировали, между тем бочка с Энни перевернулась и поскакала вниз по порогам, после чего ее путешествие перестало быть томным. Потому что в этот момент бочку начало очень сильно крутить и вертеть и бить о камни. Энни чувствовал себя внутри очень плохо. Пароходику Дева Тумана понадобилось чуть ли не 40 минут для того, чтобы выудить бочку из порогов и отбуксировать к берегу, где ее вскрыли, заглянули внутрь, и человек, который открывал бочку, крикнул, чтобы все слышали наверху и на берегу: «Женщина жива!» И Энни слабо откликнулась изнутри: «Жива, но чрезвычайно плохо себя чувствует». Ее вытащили наружу, и остались фотографии, как она, поддерживаемая с двух сторон, но все-таки своими ногами сходит на берег. Энни Тейлор практически не пострадала, она, точно так же, как ее кот, получила небольшую рану на голове, и, может быть, она получила очень легкое сотрясение мозга, но, в общем-то, она пережила всю эту эпопею без особого вреда для здоровья. К сожалению, никаких больших денег от этой передряги Энни Тейлор не заработала. На самом деле, как она сама потом признавалась, у нее даже не было хороших идей, как, собственно говоря, она собирается монетизировать свой подвиг. Она надеялась, что люди просто будут давать ей деньги в восторге от ее мужества. И до какой-то степени ее расчеты оправдались. Какое-то количество денег она собрала. Кроме того, она потом продавала открытки
примерно такие, какие вы видите на экране, где она позировала со своей бочкой и рассказывала о своих приключениях, а также она издала брошюрку, очень маленькую, в 12 страничек, о своей жизни и о своих впечатлениях от прыжка в Ниагарский водопад. Но на самом деле огромных денег она не получила и большой знаменитостью не стала. Выяснилось, что слава Энни Тейлор очень быстро испарилась. А вместе с этой славой испарился ее промоутер, прихватив ее знаменитую бочку, с которой она вообще-то собиралась начать гастроли по Соединенным Штатам. Но вместо этого ей пришлось потратить большую часть своего дохода на частных детективов, которые пытались найти этого промоутера и знаменитую бочку, но так и не нашли. И конец жизни Энни Тейлор был, в общем-то, весьма печальный. Она продолжала изо всех сил барахтаться и оставаться на плаву. Она пыталась давать интервью газеты, намекала на то, что она планирует второе путешествие вниз по водопаду, но она никогда этого не сделала. Она пыталась написать книгу, она продавала открытки, она позировала, сидя рядом с водопадом и рассказывая о своих приключениях. Но, в общем-то, она перебивалась с хлеба на воду. В конце жизни она уже перешла к предсказанию судьбы и лечению магнитами. И в конце концов она умерла одна и никому неизвестная. В богадельне ее похоронили на общественные средства. И, в общем-то, ничего лучшего она не заслуживает. Кажется, в первый раз в жизни герой моего рассказа не является героем, на мой взгляд. Я не считаю, что то, что сделала Энни Тейлор, достойно восхищения. Некоторого уважения, безусловно, заслуживает ее храбрость и ее нежелание признавать свои ограничения, несмотря на свой возраст и пол. Но в целом то, что она сделала, это не подвиг. Помните, в начале рассказа я сказала, что Канада и США законодательно запретили повторять это мероприятие. И если вы попробуете спрыгнуть нарочно с Ниагарского водопада, то вас арестуют. Почему? Сама Энни Тейлор говорила, что она не считала, что она делает хоть что-то плохое. Потому что, говорила и писала она рискует всего лишь только собственной жизнью, и это ее личное дело. Но так ли это? На самом деле, то, что сделала Энни Тейлор, подало пример всем другим рискачам и циркачам, которые после этого попытались повторить ее трюк. Потому что 2 лет не прошло, как мужчины начали прыгать с Ниагарского водопада, чтобы доказать, что они не хуже женщин. Первый из них выжил, второй погиб, третий выжил, четвертый, по-моему, уже тоже погиб. Кроме того, ей повезло, и ее вытащили, без особых проблем. Но один из ее последователей, который тоже в бочке прыгал с Ниагарского водопада, застрял в своей бочке под водопадом. Понадобилось 18 часов спасательных работ, чтобы эту бочку оттуда снять с камней из-под огромного потока воды. Он уже к этому времени был мертв. Но для того, чтобы эту бочку оттуда вытащить, несколько людей рисковали жизнью. Потому что каждый раз, когда вы пускаетесь на рискованное предприятие и хотите в конце выжить, вы, скорее всего, хотя бы подсознательно рассчитываете, что если что-то пойдет не так, спасатели о вас позаботятся. То есть вы рассчитываете, что какие-то посторонние люди ради вас рискнут своей жизнью. Энни Тейлор и ее последователи романтизировали глупый, бессмысленный и рискованный трюк, в котором нет никакого практического смысла. Потому что если сравнивать, например, риск прыгать в Ниагарский водопад с риском отправиться на космическую станцию, это не совсем одно и то же. Космонавты рисковали своей жизнью, продолжают рисковать, но они это делают с хорошей целью. Они приносят пользу. Освоение космоса уже принесло огромную повседневную пользу огромному количеству людей. От того, что кто-то прыгнет в Ниагару, человечеству от этого не станет ни жарко, ни холодно. И поэтому правительство обоих стран не поощряет подобные трюки. Они не считают, что это хорошо не только потому, что вы рискуете собственной жизнью, но и потому, что вы, не подумав, потенциально рискуете жизнью других людей. И поэтому не делайте таких вещей,
Не пытайтесь спрыгнуть нарочно с Ниагарского водопада, не пытайтесь сделать селфи, свешиваясь с парапета рядом с водопадом или вставая на него ногами. А если вы чувствуете, что в вашей жизни все идет не так, и тьма сгустилась вокруг, и вам не с кем поговорить, помните, что на самом деле вы не одни, что всегда есть люди, которые готовы с вами поговорить. Я дам внизу ссылку на список телефонов доверия разных стран. Я, как вы понимаете, не могу проверить все эти телефоны. Я не уверена, что все эти ссылки работают, но, по крайней мере, это начало. Вы можете найти телефоны доверия и телефоны психологической помощи в вашей стране. Всегда есть люди, которые готовы прийти на помощь, и которые круглосуточно сидят у телефонов и ждут. Поэтому, пожалуйста, не приходите в отчаяние. И дайте будущему шанс. До того, как вы решили, что в будущем не будет ничего хорошего, дайте будущему шанс. Спасибо всем, кто желал мне здоровья на протяжении последних 1,5 недели. Я постепенно выздоравливаю. Прошу прощения за качество звука и постоянный кашель. На сегодня у меня все. Всего доброго. До свидания.